Приветствую вас на канале Техревизор. В этом рейтинге собраны лучшие проводные мыши на начало 2025 года. Проводные мыши – отличный выбор для тех, кто устал следить за уровнем заряда и боится, что гаджет разрядится в самый неподходящий момент, испортив игру. Я подобрал 6 надежных и проверенных мышек, основываясь на личном опыте, детальных обзорах и отзывах пользователей. Некачественные устройства, которые не оправдают свою цену, сразу отправились в мусорку. При выборе проводной мыши я уделял внимание характеристикам, весу, форме, качеству сенсора и удобству кнопок. Смотрите обзор до конца, чтобы не пропустить действительно достойные мышки. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость модели из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров и рейтингов. Ну а теперь приступим. Шестое место рейтинга занимает Ardor Gaming Fury. Это типичная представительница бюджетных игровых мышек, без топовых технологий, но с вполне рабочими характеристиками для игрока. Внутри стоит сенсор PixArt PWM3325 с максимальным разрешением 10000 dpi. Это далеко не флагманское решение, но для большинства игр его хватает. В шутерах уровня CSGO или Valorant сенсор работает стабильно, без срывов, хотя в сравнении с продвинутыми моделями точность будет ниже. По сравнению, например, с 3395 микродвижение менее точное, а акселерация хоть и слабая, но есть. Но в целом резкими срывами сенсор не страдает, курсор не скачет, а предсказуемость движений на уровне. Вес мыши составляет 108 грамм, что по современным меркам уже многовато. В эпоху ультралегких грызунов весом 60-70 грамм эта модель кажется массивной, особенно если вы привыкли к легким решениям. Форма при этом симметрична, но не полностью. Мышь больше подходит для хвата ладонью или когтевого. Крупным рукам будет комфортно, а вот обладателям маленьких ладоней может не хватать контроля. У мыши 6 кнопок, включая 2 боковые. Основные переключатели имеют четкий клик, но чувствуется, что это не премиум уровень. Ход немного мягкий и со временем может появиться небольшой люфт. Колесо прокрутки работает плавно, со средней жесткостью, без посторонних звуков. По сборке и материалам особых вопросов нет. Если мышь потрясти, слышно какое-то цоканье внутри. Если куда-то понажимать, тоже хруст небольшой присутствует. Но в целом за счет веса в руках мышь ощущается очень даже прилично. На пятом месте SteelSeries Prime. Еще один бюджетный грызун плюс-минус за те же деньги, которых стоит прошлый участник. Минимализм, малый вес и высокая точность сенсора делают ее привлекательным вариантом для геймеров. Сенсор. Фирменный TrueMove Pro. Это один из самых надежных датчиков на рынке, и в этом плане Prime действительно заслуживает похвалы. Он отлично отслеживает движение, не срывается и не дает ложных срабатываний даже при резких рывках. По точности явно превосходит PixArt PWM3325, установленный в прошлую Fury. У последнего могут возникать небольшие проблемы с ускорением, особенно на высоких DPI. Форма у SteelSeries Prime асимметричная, с небольшим уклоном под правую руку. Хорошо подходит для ладонного и когтевого хвата, но если у вас крупные руки, задняя часть может показаться недостаточно широкой. В отличие от Ardor, который имеет более универсальную форму, Prime менее удобная для пальцевого хвата, особенно если вы привыкли к широким корпусам. Вес мыши всего 69 грамм. Это и правда мало, тем более по сравнению с прошлым Ardor. Легкий корпус позволяет быстрее реагировать на происходящее в игре, но при этом создает ощущение пустой пластиковой коробки. SteelSeries использует оптические переключатели Prestige OM, которые рассчитаны на уйму нажатий. Они достаточно быстрые и громкие. Сожителям будут неприятно щелкать по ушам, особенно в тишине ночной. Колесо прокрутки тоже не вызывает вопросов. Со временем оно может начать люфтить, но каких-то массовых жалоб на выход из строя не было. На четвертое место поставил HyperX Pulsefire Has 2. Мышь из лиги подороже, но в целом все еще адекватных денег стоит. Это облегченная игровая мышь, которая предлагает продвинутый сенсор, высокую частоту опроса и небольшую массу. По сравнению со SteelSeries Prime она заметно легче. Весит всего 53 грамма. Меньше этого в рейтинге нет. По эргономике подходит для всех типов хвата, но из-за небольшого размера и веса может показаться слишком легкой тем, кто привык к более массивным моделям. Например, Prime с его весом 69 грамм ощущается более уверенно в руке, особенно при ладонном хвате. Кнопки у HyperX удобные
удобно, но боковые могут быть труднодоступными для владельцев маленьких ладоней. Корпус сделан из матового пластика, он не скрипит, не люфтит, но белая версия может пожелтеть со временем. Колесо прокрутки плотное, переключатели с четким откликом. В сравнении со SteelSeries Prime, где используются оптические переключатели Prestige OM, кнопки HyperX могут ощущаться менее тактильными и плавными, но это дело вкуса. По остальной начинке. В HAS-2 установлен надежный фирменный сенсор HyperX 26K с разрешением 26000 dpi. Это высокий показатель, но для большинства игроков достаточно от 1600 до 3200 dpi, так что цифры скорее для маркетинга или совсем замороченных геймеров. Из интересного. Частота опроса 8000 Гц. Вот это действительно может дать преимущество за счет того, что мышь передает данные на ПК в 8 раз чаще, чем стандартная модель с 1000 Гц. Но есть нюанс. Разница заметна только на мониторах с высокой герцовкой уровня 165 и 240 Гц. В других случаях прикол будет непонятен. На третьем месте Razer Desader V3. Самая дорогая мышь в этом рейтинге. Не сказать, что она обладает каким-то революционным функционалом в отличие от других, но тут Razer сделали ставку именно на надежность. У Desader минимизированы классические проблемы вроде даблклика или отказа колеса. Владельцы жалуются на подобные вещи в очень редких случаях. Чего не скажешь про ранние версии мышек от Razer прошлых годов. За точность отвечает топовый сенсор Razer Focus Pro 30K, который работает с максимальным разрешением в 30000 dpi. Это внушительная цифра, но далеко не всем она нужна. Если чисто вечерами играть в шутеры на 1080R мониторе под крепкие или не очень напитки, такого запаса не требуется. Но для геймеров с 2К и 4К дисплеями и для тех, кто привык к сверхчувствительным движениям, такой сенсор пригодится. Частота опроса 8000 Гц дает мыши моментальный отклик, но это преимущество заметят в основном владельцы мониторов с частотой обновления 240 Гц и выше. По форме Desader V3 напоминает HyperX Pulsefire HAS-2, но с некоторыми отличиями. Razer чуть крупнее и лучше подходит для средней и большой ладони. Оптимальный хват – ладонный или когтевой. Но так как на мыши всего 6 кнопок, то каких-то сильных проблем с эргономикой не будет. Качество сборки вопросов нет. Пластик приятный на ощупь, корпус крепкий, ничего не скрипит и не люфтит. Все-таки материалы тут посерьезнее, чем Vardar. На втором месте Razer Basilisk V3. Ее сложно назвать просто игровой мышью. Это скорее продвинутый аппарат на 11 программируемых кнопок, с настраиваемой подсветкой и нестандартным колесом прокрутки. Особенность Basilisk V3. Само колесо. Оно умеет не только стандартно крутиться вверх-вниз, но и нажиматься влево и вправо, добавляя еще 2 дополнительные команды. Первое время такой функционал кажется лишним, но когда привыкаешь, сложно отказаться. Еще одна фишка – режим бесконечной прокрутки. Одним свайпом можно раскрутить колесо, и оно продолжит вращаться по инерции. В играх это скорее баловство, но вот при работе с документами или длинными страницами в браузере штука удобная. Что касается кнопок, здесь Razer использовали оптические переключатели вместо механики. Это значит, что срабатывание идет быстрее, а проблема даблклика практически исключена. В сравнении с Razer Desader V3, у которого кнопок всего 6, Basilisk V3 предлагает куда больше возможностей для кастомизации со своим набором в целых 11 клавиш. Сенсор Razer Focus Plus на 26000 dpi – это топовый уровень. Сенсор не срывается, стабильно отслеживает движения и точно передает их в игре. По эргономике есть нюансы. Из-за большого количества кнопок мышь лучше подходит для средней и крупной ладони, особенно если используешь когтевой или пальцевый хват. Весит она 101 грамм, что ощутимо больше, чем у легких моделей вроде HyperX Pulsefire HAS-2 или той же Desader V3. В детской руке Basilisk может оказаться громоздким, а часть кнопок просто неудобной для нажатия. По внешнему виду все на уровне. Приятный пластик, прорезиненные боковины для лучшего сцепления и кастомизируемая RGB подсветка. Всего 11 зон, а в фирменном ПО можно выбрать один из 8 эффектов. Для тех, кто любит, когда мышь красиво светится на столе, приятный бонус. Лидером рейтинга становится Logitech G502X. Вариант в духе Razer Basilisk V3 и тоже с кучей дополнительных кнопок, но чуть легче и без RGB подсветки.
По деньгам выходит столько же, поэтому можно рассмотреть ее в качестве альтернативы прошлому базилиску. Эргономика у G502X специфическая. Из-за большого количества кнопок мышь удобнее всего для средней и крупной ладони. Маленькая рука может просто не дотягиваться до нужных клавиш, а вот тип хвата не так важен. Мышь комфортно лежит в ладони и при когтевом, и при ладонном, и при каком-нибудь комбинируемом. Главное отличие от прошлых версий G502 – сниженный вес. Теперь это 89 грамм, что немного для мышек такого формата. Logitech добились этого за счет облегченного инерционного колеса и более тонкого пластика, но на прочности это не сказалось. Корпус не скрипит, не люфтит, все кнопки четко нажимаются, а колесо, как и у Basilisk V3, поддерживает наклоны влево, вправо и режим бесконечной прокрутки. С технической стороны все на уровне. Оптические переключатели обеспечивают быстрый отклик и избавляют от проблем дабл-клика. Сенсор Hero 25K с разрешением 25600 dpi отрабатывает отлично, без срывов и лишних движений. Единственный нюанс – частота опроса 1000 Гц. В отличие от той же Razer Basilisk V3 или Dezador V3, где есть 8000 Гц, здесь такой опции нет. Но важна ли для вас эта разница – вопрос спорный. В целом, Logitech G502X – вариант для тех, кто хочет получить максимум кнопок и функций без перегруза лишними фишками вроде RGB. Главное, чтобы по форме подошла, а дальше – дело привычки. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.